Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, максимальные иксы вам хату. Ну что у нас на данный момент? Эфириум преобладает в росте биткоина, и это, конечно же, отражается на доминации битка. Доминация биткоина падает, но здесь очень важный момент. Очень важный момент. У нас похожая ситуация, как было в ноябре 2024 года. И может быть такое, что сильнейшего альтсезона мы с вами не увидим. Это нужно будет наблюдать пристально. Если такая будет ситуация, я буду покидать рынок. Я просто-напросто покину рынок. Потому как мы можем даже и не увидеть сильнейшего альтсезона. Это, конечно, только начало. Еще это все распознать очень сложно, но нужно, конечно же, за этим пристально наблюдать. Сейчас на данный момент мы пробили блок поддержки, пришли в новый блок поддержки. Смотрите, мы с вами это дело отмечали. Когда мы подходили вот сюда, я отмечал, что здесь будет какая-то проторговка. Она здесь состоялась. Дальше снизились сюда. И тут у нас тоже есть некая проторговка. Она здесь и произойдет, эта проторговка. Здесь у нас тоже сильнейший блок. Притом намного мощнее здесь блок, чем были блоки вот здесь вот вверху. У нас тут сильнейшее сопротивление. Также есть очень-очень сильный блок сопротивления. Это, конечно же, мы можем отметить вот этот вот блок. Очень длительный период времени у нас здесь доминация просто-напросто ходила. И это у нас диапазон 61%. Вот эти вот два блока у нас будут очень сильно сопротивляться по доминации. Мы можем даже отсюда увидеть еще и восстановление доминации. Вот что. Ну, а потом, желательно, конечно же, чтобы все было у нас идеально, нам нужно пробить вот эту вот трендовую линию и пробить диапазон 60%. Только потом уже можно будет выдохнуть и сказать, что действительно доминация может прийти вот сюда вот. Тут будет мощнейший альтсезон. Но здесь пока что расслаблять свои булочки очень, конечно же, рановато, потому как они могут это все дело опустить в диапазон 60% и опять мурыжить, как это было у нас осенью 2024 года. И опять восстанавливать доминацию битка. Альткоины будут обратно страдать. Но, в принципе, посмотрим. Может, у нас уже действительно начался тот самый альтсезон. Биток наш дает 1,8%, эфириум 8.8. На дневке мы видим обратно движение альткоинов, но это совсем не те цены, по которым большинство людей заходили. Уже некоторые альткоины показывают даже 50, а то даже и 100 иксов на Мексе. Щитки. Вчера я скидывал, конечно же, в телеграм-канал скрины разные. Посты делал. Там просто-напросто уже трэш, что творится. И это, конечно же, очень напрягает и настораживает, потому как зачастую такие шлакокоины и щитки отстреливают только в конец альтсезона. Того самого полномасштабного нормального альтсезона начинают уже такие щитки стрелять, что ты просто даже не предполагал, что оно будет стрелять. И оно так и происходит. Вот что. И тут непонятно, обманут нас ли с этим альтсезоном, будет ли он в дальнейшем, тоже непонятно. Сейчас у нас очень сложная ситуация на рынке, потому как биток подошел к своим хаям. Он еще не пробил свои хаи. Чтобы увидеть хороший полномасштабный альтсезон, нужно, чтобы биток ушел выше, чем $100 тысяч. Давайте мы откроем график биткоина. На данный момент на бирже Binance у нас объемы по торговле по эфириуму превышают, чем на битке. Смотрите, биток сдвинулся на второе место. На первом месте стоит эфириум. 3 миллиарда у нас по эфириуму, 2 миллиарда у нас по биткоину. Ну, это просто трэш. Это просто трэш. Что у нас по биточку? На данный момент мы видим то, что есть реакция. Есть реакция продавца. Биток здесь откатывает. Но это у нас в пределах нормы. Мы находимся в таком вот восходящем канале. Это у нас восходящий канал. Мы можем даже скорректироваться в центр канала. Но вчера у нас примерно здесь и была коррекция. Локально у нас есть здесь такой вот блок сопротивления, в котором мы можем длительный период времени проторговать этот блок. Длительный период времени мы можем этот блок проторговать.
потом выйти выше и пробить, конечно же, хай по биткоину. Все зависит от медведей. Возьмут ли они реванш в этом цикле или нет, это, конечно же, тоже зависит не только от медведей и от самих быков. Здесь идет сейчас сильнейшая битва, противостояние медведей и быков. И если, конечно же, медведи возьмут вверх, то мы увидим отскок и дальше погружение на медвежку. Будем за этим наблюдать. Биток нам, конечно же, не интересный, разве что только для трейдеров, чтобы его можно было бы шортить или лонговать, но я не сижу на фьючах. Сейчас многие, конечно же, встают шорт, и крупный игрок, по всей видимости, будет выбривать эти шорты. Мы, конечно же, видим это все дело по ликвидациям. Вот у нас повышается волатильность. И мы видим колоссальнейшие ликвидации на альткоинах. Как на часе лонгистов броют, так и на 24 шортистов побрили. Смотрите, а тут у нас шортисты. Конечно же, здесь у нас последняя заключительная фаза крипторынка происходит. Она всегда с повышенной волатильностью. И тут у нас, конечно, должна подключиться эйфория. Подключат ли они эту эйфорию или нет, никто, конечно же, не знает. Мы только увидим все это дело постфактум. Но сейчас эйфория уже потихоньку подключается, потому как я буквально, может, недельки 2 или 3 тому назад говорил, что если будет эйфория на рынке, то будут люди покупать криптоактивы. И что мы видим? Вчера один из моих товарищей мне говорит то, что люди начинают массово покупать. Они расчехляют котлеты. Допустим, в одном... Я не буду, конечно же, на своем канале рекламировать разных блогеров-инфлюенсеров. И так достаточно, у них подписчиков намного больше, чем у меня. Они сейчас на данный момент расчехляют котлеты и тарятся криптой, особенно альткоинами, на $100 тысяч котлеты. Это просто трэш. Это просто трэш. Когда биток стоял внизу, все говорили, ну все, мы уже так напокупали, мы больше покупать не будем. Да ну его, это достаточно. А сейчас они покупают монетки Нейро, арбитрумы, старкнеты, когда они уже показали движение и тарят на очень крупные котлеты. Там 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов ордера. Но, блин, с текущих покупать, например, такие монеты, как Нейро, я не знаю, смотрите. Куда здесь покупать? Да, конечно же, дно они отрисовали, и все еще движение может быть такое, что будет у нас впереди. Но, блин, почему никто не покупал на дне? Я вообще этого не могу понять. Сейчас у нас Нейро здесь показывал уже 370% роста, практически 5 иксов он дал. Я думаю, что здесь будет у нас коррекция. На дневке у нас уже MACD тоже перегрет, стохастик тоже перегрет. Нейро уже, в принципе, так движение показал. Истинная хорошая точка, кто зашел на днище, я там, например, заходил вот здесь вот на днище и буду продолжать удерживать, потому как Нейро может подойти к своим хаям, а здесь у нас будет 700-800% роста. И тут, конечно же, было бы уже поинтереснее бы зафиксировать прибыль, чем сейчас здесь вот. Да, конечно же, здесь могут они устроить коррекцию, движения какие-то боковые, а потом импульс вот так вот вверх. На это все у нас может уйти где-то примерно до середины лета по Нейру. Посмотрим. Монетку держу. С текущих не фиксирую. И тут уже видно то, что уже начинают распихивать, и некоторые уже расчехляют котлеты и покупают. Я говорил, что как только подключится эйфория на рынке, люди будут продавать свои рваные дырявые носки и нести деньги в рынок. То, что здесь вот на днище все ныли и плакали, говорили, что они не будут ничего покупать, это все чухня. Все говорят, кому мы будем продавать? Кому мы будем продавать, если рынок будет расти? Непонятно. Увидите, будут трусы жен продавать и нести в рынок бабки, потому как пузырь будет максимально надуваться. Если, конечно же, крупный игрок продолжит надувать
крипторынок, и у нас будет сильнейшая эйфория на рынке. Но тут нужно, конечно же, распознать отскок дохлой кошки. И я буду над этим, конечно же, работать и стараться. Если только у нас будут первые намеки на отскок дохлой кошки, я сразу покину рынок, потому как это будет ситуация, как в ноябре 2024 года и в марте аналогично. Итак, что касательно битка. У нас здесь блок сопротивления. Думаю, что здесь будет какая-то проторговка. Не исключаю коррекционные движения. Но чем выше мы поднимаемся, тем, конечно же, коррекция будет ниже. Ну, где-то там 99 я не исключаю. Также на 4-часовике мы видим то, что у нас здесь медленная скользяшка сотая. Мы можем ее оттестить. А это как раз у нас 98-90 тысяч долларов. На дневке у нас был здесь крест образовался. И что мы здесь видим? Что мы здесь видим? На дневке у нас данная скользяшка опять же подходит к диапазону 90 тысяч долларов. И здесь мы с вами отмечали такой вот блок. Так, давайте мы этот канал удалим, чтобы было тут у нас все четко видно. И вот эти вот цели тоже можно поудалять. Они у нас уже достигнуты. Мы их уже проторговали. Вот эти вот цели фитили мы выставляли. Мы их уже достигли очень давно. Они нам в принципе уже не нужны. Сейчас на данный момент у нас вот эта вот скользяшка проходит в блоке. Вот это у нас будет блок поддержки. И этот блок тоже будет ключевой. Мы его не должны пробить, чтобы мы не погрузились на медвежку и не произошел у нас отскок. Тут у нас буквально 4 мая образовался крест. Восходящее движение, скользяшки раскрылись в восходящее лонговое движение, и надеюсь, что у нас все здесь будет хорошо. На недельке, давайте-ка мы посмотрим на недельке, что у нас здесь происходит. На недельке у нас пока здесь нету никаких крестов, нету никаких пересечений. У нас здесь пересекаться должны 7 и 25, но пересечений пока что нету. И сотая скользяшка у нас проходит в диапазоне 62. Это важный уровень, медвежий. Как только мы ее пробьем, если вдруг мы уходим на коррекцию, как только мы пробиваем на недельке эту сотую скользяшку, можно сказать, что мы улетаем просто-напросто уже в медвежку. Но за медвежку мы не будем ничего говорить, нам нужно увидеть эйфорию на рынке. Я думаю, что недаром подключали движение лонговое. Итак, по стохастику у нас еще запас хода есть, но мы уже, конечно же, преодолели очень, конечно же, большой путь. По MACD видно то, что 2 недели уже здесь зеленые свечи появились, MACD раскрылась в лонговую ситуацию, все у нас хорошо. 520 дней у нас будет в середине сентября, желтая линия с момента халвинга биткоина. Я надеюсь, что до сентября мы увидим с вами альт-сезон. Многие, конечно же, ребята ожидают осенью. Вроде бы как здесь будет отскок дохлой кошки, потом коррекция, и только осенью будет эйфория. Посмотрим, понаблюдаем с вами. Вообще, здесь у нас на недельке формируется чашка с ручкой. Если мы посмотрим, у нас здесь есть такая вот локальная чашка с ручкой. И, конечно же, этот цикл у нас очень много было паттернов чашкой с ручкой. Я большое количество рисовал данных паттернов, когда биток был на дне в 2023 году, в 2024 году. Многие смеялись, но эти паттерны в дальнейшем все отработали. Сейчас у нас тоже сформирован паттерн чашка с ручкой, мы его видим. Это притом на недельке. Очень сильный паттерн, тем более на недельке. И здесь мы можем забрать локальное движение, это, конечно же, пробитие хая, движение ручки, это диапазон 117 тысяч долларов по битку, и удар в блок эйфории. В принципе, я предполагаю, что здесь у нас будет блок эйфории. Также мы здесь можем увидеть проторговочку, и в дальнейшем, конечно же, забираем движение самого тела чашки. Вот оно. И это заключительная фаза. Будет у нас вот здесь вот проторговка. Смотрите, как четко получается. Диапазон цены битка 153 тысячи долларов. Мы проторговываем фитиль.
который у нас есть, мы его с вами рассматривали на американской бирже. Он у нас образовался летом, где-то в июне 2024 года. Находится он в диапазоне 135 тысяч долларов. Вот так вот он стоит примерно. Зеленый там фитилек. Мы его можем вот так вот отметить. Мы, в принципе, идеальный сценарий. Отрабатываем паттерн чашку с ручкой. Тело ручки пробиваем, уходим на перехай. Здесь закрепляемся. Проторговка. И импульсом уходим в диапазон 150 тысяч долларов. Финалочкой закрепляемся, набираются шортисты. Импульс роста в диапазон 150 тысяч долларов выбивают шортисты. Из текущих у нас, конечно же, биток уже после 150 тысяч долларов. Может будет у нас здесь какая-то волатильность распределения. Уходит в дальнейшем там до конца 2026 года на медвежку. Это был бы очень позитивный сценарий по биткоину. Но не исключаем с текущих отскок дохлой кошки. Его нужно будет распознать. Крупный игрок очень хитрый на этом рынке. Он может запутать свои следы. В принципе, вот так вот. По эфириуму у нас здесь вообще все четко положительно. Эфириум у нас идет в поджиме. На данный момент здесь образовывался вчера бычий вымпел. Он у нас отработал. Я писал за бычий вымпел в телеграм-канале. Кому интересно, телега есть в описании под видео. Мы видим пробитие. Вымпел у нас отработал, все у нас четко. Теперь желательно нам забрать бы флегшток этого вымпела. А флегшток вымпела это у нас вот это вот движение. Вот. Этот, конечно же, цикл очень наполнен разными паттернами. И мы, в принципе, можем по эфириуму сходить на 300. На 300 мы можем сходить. Дай бог, у нас это получится. Сейчас на данный момент многие шортят эфириум. И я смотрю по чатам, вернее даже я не смотрю, а мне люди пишут, скидывают скрины, потому как я не мониторю разные чаты, я уже этой белибердой не занимаюсь. Тогда, когда-то в 2021, 2022, 2023 году я очень большое количество времени потратил на аналитику и мониторинг разных блогеров. И я понял, что это все туфтология и все, потому как такие блогеры, как Павел Пшава в 24 году, допустим, даже вот если взять историю 23 года, рынок развернулся, мы с одним из моих товарищей, который живет где-то там в азиатских странах, он иногда со мной списывается, распознали разворот рынка примерно с октября 2023 года. И я это писал и даже снимал видео в ютубе. И Павел Пшава говорит, рынок будет падать, биток уйдет на 18-20 тысяч долларов, когда цена битка стоила в диапазоне 26. Я нахожусь 10% в позициях, я буду закупаться по 18. Я говорю, блин, а что ты тогда делаешь на этом рынке, если ты 10% в позициях находишься? Ну возьми, затарь себе портфель, нормально уже сформируй, там эфир, биток, альткоины там на 50-70%. Он топит за медвежку. Потом я смотрел, когда он залетал на ФОМО, когда рынок рос. Потом же летом 24 года он топит за цену битка в диапазон 42 тысячи долларов. Я смотрю, какие 42 тысячи долларов. Он продолжает топить. Я медведь, я медведь, я медведь. В декабре мы видим рост. В декабре мы видим остановление движения эфира относительно битка. Он залетает на всю, типа, все, дальше рост. И ловит коррекцию конкретную. Вот такие, в принципе, аналитики у данных блогеров. Я, конечно же, не хочу их рекламировать. И люди мне сбрасывают данных аналитиков скрины. И они на данный момент, вернее, участники телеграм-каналов шортят. На данный момент они продолжают шортить эфириум. Шортят полным ходом. Шортят биток, шортят эфириум. И это все видно у нас на карте ликвидации. Смотрите. За 24 часа ликвидировано по эфириуму на первом месте. На втором биток, Solana, Dogecoin. Зачем шортить восходящий рынок? Я, в принципе, даже не знаю. И в принципе, я думаю, что если здесь разворот по эфириуму, то здесь большое количество людей шортит. И будут их выбривать. На данный момент эфириум пришел в сильнейший блок сопротивления. У нас здесь сопротивление, потому как это момент краха
эфириума, когда у нас был неправильный перевод на бирже Bybit. И там, конечно же, была ошибка при переводе, и скоманули они там эфириум. Некоторые мошенники. Сейчас здесь у нас будет некое сопротивление. Само собой, на дневке мы видим тоже здесь у нас вырисовывает какой-то интересный паттерн. Ну, похожий тоже на чашку с ручкой. Правда, он здесь немножко такой корявый. Здесь у нас такое восходящее движение. Я думаю, что здесь восходящее движение продолжится, и нам нужно очень быстро пробить вот это вот сопротивление, которое здесь образовалось. Дай бог мы в ближайшем будущем с вами увидим движение эфириума. Ну, вот так вот, как минимум, мы быстро пробьем, закрепимся выше $3000 и тут остановимся. Потому как в диапазоне от 3400 до 3800 у нас здесь есть гэп. И этот гэп уже будет, конечно же, в дальнейшем проторговываться, наверное, не очень быстро. Он будет очень медленно проторговываться, и там будет у нас закрепление, притом здесь будет сильнейший блок сопротивления. У нас вершина по эфириуму, а это $4000. И этот блок сопротивления у нас тянется вплоть с 2021 года. И тут, наверное, будет все-таки остановка эфириума. И при проторговке вот этого вот блока сопротивления, то мы с вами увидим еще хорошее движение по альткоинам. Дай бог, дай бог. В принципе, вот так вот. И будем надеяться, что в этот момент у нас не развернут эфириум на медвежку, не развернут рынок на медвежку. А они могут это все быстро очень сделать. Все-таки у нас будет хороший альтсезон. Пускай некоторые альткоины, может, и отстреляют, а некоторые, может, и не отстреляют. Будут отстреливать в 2030 году где-то. Но каких-то 5-10 иксов на портфеле, я думаю, что удастся раскачать. Что у нас по гэпам? Давайте-ка мы посмотрим. Гэпы. Что у нас по гэпам на двухчасовике? Гэпов у нас нету, биток все четко идет. У нас есть только один непроторгованный гэп в диапазоне $92 000. На 4-часовике у нас аналогичная ситуация, гэпов нету. Есть только вот один единственный гэп. Сейчас у нас выступает диапазон $98 000. Это блок поддержки, и желательно его удержать, если у нас будет здесь небольшая коррекция. Здесь у нас хорошие свечи, такие вот разворотные молоты формировали они, притом на 4-часовике. Все у нас просто шикарно. Лонги по биткоину продолжают прикрываться. Смотрим то, что на часе опять идет закрытие лонгов. И это не очень хорошо, Крупный игрок, по всей видимости, куда-то спешит. Он просто куда-то спешит. У нас еще здесь есть движение по лонгам на дневке. Я думаю, что как минимум 52 000 биточков у нас еще здесь есть движение 13%. Это достаточно для дальнейшего движения рынка. По тоталу. Тотал у нас показывает некую слабость. У нас сегодня большое количество разлоков монет. Я вчера делал пост в телеге. Там у нас WhiteBit будет разблокирован. Может, они устроят коррекцию, а может и нет. Я продолжаю удерживать альткоины, потому как еще считаю, что особо никакого альтсезона не было, и буду разгружать их намного выше. По тоталу у нас есть некая слабость, и видно, что в рынок пока не вливают деньги. Рынок как-то тянут, но здесь нету такой сильной параболической фазы. По тоталу у нас первая цель это $4,5 триллионов, и тут у нас буквально остается, недолго. Смотрим. 36% движения. 36, максимум 37% движения. Осталось чуть-чуть. Мы буквально с вами рассматривали тотал, когда у нас была вот эта вот зеленая линия. Тут у нас было примерно 49% движения. Сейчас еще опять рынок двинули с понедельника. И тут уже движение остается чуть-чуть. Посмотрим, как они будут, конечно же, вливать в рынок деньги, но я думаю, что первую цель, по всей видимости, мы достигнем, и было бы неплохо увидеть вторую цель. Это $6,5 триллионов. Достигнем ли мы таких целей? Непонятно. Но тотал очень слаб. Дальше. Что у нас по альткоинам? Биточек 103 000, эфир 2600. Я надеюсь, мы на этой неделе подберемся к диапазону 2900. Это у нас буквально сегодня среда.
И пятница у нас может закрыться в диапазоне 2900. Будет сильнейшая бритва, нужно быть очень внимательным. Альткоины сильно отстают за эфириумом. Та же Суи у нас даже не может пробить диапазон $4. Также просили посмотреть Нейро. Ну, Нейро мы рассматривали, здесь уже истинное движение состоялось по Нейро. Нейро длительный период времени торговалась в нисходящем канале, и канал мы с вами пробили. Сейчас на данный момент здесь закрепляемся. Я думаю, что у нас будет здесь остановка. Мы с вами рассматривали, блок сопротивления мы достигли, ударили, и сейчас будет здесь какая-то коррекция. Нам важно пробить вот этот блок сопротивления. Если мы его пробьем, то будет вероятность закрепления цены выше этого блока и поджатие как раз к хаям зоны листинга, и пробитие, и уйдем мы на перехай. Это обычный мемкоин, и он может это сделать. В принципе, я набрал свою позицию вот здесь вот по низу. Не идеальная точка входа, в принципе, у меня была, но все равно сейчас позиция в плюс 2 икса уже показывает. Посмотрим, понаблюдаем, что у нас будет дальше. По объемам видно то, что линия POC у нас проходит внизу, в диапазоне 18. Конечно же, было бы тоже прикольно набрать бы. Но здесь у нас уже сместилось диапазон даже 37, было здесь вот 18. Было бы прикольно здесь набрать в диапазоне максимальную позицию 18, но никто не знает, куда мы конкретно упадем. Нейро выглядит неплохо. Мемкоин с маленькой капитализацией может повторить судьбу Пепе. Позиция есть, держим, посмотрим, что у нас получится в дальнейшем. Дальше. Просили посмотреть серебро. Тоже у нас такой вот мемкоин на Солане. Нейро у нас на эфириуме. Это у нас мемкоин на Солане. Вестинг, у нас здесь есть вестинг, полностью все монеты разблокированы 3 ноября 2024 года. И что у нас по капитализации? 58 миллионов капитализация. Небольшая капитализация. Тоже есть вероятность то, что что-то может показать данный мемкоин. И у меня этого мемкоина нету. Я считаю, что это мемкоин, потому как он на Солане. Тоже у нас здесь есть неплохой сигнал на разворот. Мы пробили нисходящий тренд. Пришли вроде бы как на ретест, но даже ниже не опускались. Есть здесь у нас сигнал на покупку. Дай бог, мы здесь увидим движение вверх. И есть у нас блок сопротивления. Это зона листинга. Вот. И по всей видимости мы придем на ретест данного блока. Мы придем на ретест данного блока. Это у нас диапазон 30 примерно центов. И было бы неплохо увидеть пробитие. Капа небольшая, может нам позволить увидеть это движение. С текущих здесь у нас будут иксы, 400-500% роста. Это довольно-таки неплохо. Если с текущих залетать, то тут можно уже забрать свои вложенные средства. Показал, конечно же, этот мемкоин уже 139%, тоже неплохо. Движение похожее на Нейро. Я думаю, что стоит месту быть. Если будет у нас эйфория, то такие вот шлаки, они будут, конечно же, отстреливать. Они будут отстреливать. И, в принципе, что? У нас здесь линия POC проходит по низу. Максимальные объемы здесь были по низу провернуты. Также есть в описании под видео телеграм-канал. Там я 24/7 нахожусь онлайн. Кому интересно разные индикаторы и помощь в наборе портфелей, если вы, конечно же, мой реферал на бирже BinX, я могу вам это все помочь. Есть тоже закрытый канал у меня, где я делаю посты по набору альткоинов, которые в дальнейшем будут показывать какое-то движение на рынке. Кому интересно, закрытый канал, стоимость стоит $100. Я думаю, что это того стоит, вы $100 быстро отобьете. Притом там закрытый канал, если вы зашли, то будете там находиться всегда. В принципе, вот так вот. Что касательно Каспы, просили посмотреть Каспу, но Каспа уже тяжелый инструмент. Я считаю, что, смотрите, 3,5 практически миллиарда долларов. Каспа, конечно же, если и что-то покажет в дальнейшем на завершении бычьего рынка, желательно ее зафиксировать. Притом, смотрите, мы подошли к блоку сильнейшего сопротивления. Желательно не жадничать. Криптоэнтузиасты, жадничать на этом рынке нельзя, потому как жадины остаются на медвежку и обнуляются на альткоинах. Мы подошли к блоку сопротивления, вернулись
И тут, в принципе, у нас есть сигнал на покупку. Есть сильнейший сигнал на покупку на недельке. У нас было всего 3 сигнала на покупку. После данных сигналов был рост у нас небольшой. И сейчас есть тоже у нас рост. Если кто-то где-то усреднял, желательно обезопасить себя и, забрать вложенные средства. Как минимум забрать вложенные средства. Потому как КАС, посмотрите, тяжелый инструмент показала 2 икса. Всегда нужно фиксировать какую-то прибыль на этом рынке. В долгую холдить, нельзя, тем более альткоины. Холдить нужно только биток и все. В принципе, вот так вот. Что касательно доминации. Доминация у нас падает. Мы с вами рассмотрели доминацию. Пришла она в блок сопротивления. У нас есть еще один сильнейший блок сопротивления, непробиваемый. И на дневке у нас все это выглядит вот так вот. Раз, два. И на недельке у нас выглядит то, что мы вторую неделю уже падаем. Смотрите. Раз неделя, 2 недели. 2 недели мы падаем. Дальше у нас будет 3-я неделя. Самая такая важная. Может она будет не заключительная. И за ней нужно будет наблюдать. Потому как ситуация похожа на ноябрь 2024 года. 3 недели падали. Крупный игрок здесь всех перехитрил, потянул доминацию вверх, и альткоины нащупали свое дно, 15-е дно с 2021 года, можно так сказать. Потому как у нас дно было в июне 2023 года, все говорили, что это дно по альткоинам, потом в августе 2023 года, потом в октябре 2023 года, в 2024 году нам дали 5 днов в подарок. И буквально даже еще финалочка на торте было заключительное дно в декабре у нас 2024 года. И еще заключительное дно у нас было по альткоинам в апреле 2025 года. Здесь будет очень важный момент. За ним нужно будет наблюдать. И желательно, если у нас отскок дохлой кошки на рынке, его нужно будет рассмотреть и покинуть альткоины. Потому как если вдруг, не дай бог, развернется доминация битка в диапазон 70%, как многие думают, то мы опять увидим новое дно альткоинов в подарок. И для того, чтобы выйти в ноль по альткоинам, нужно будет их очень сильно усреднять. А в дальнейшем они вообще могут вас обнулить, ваш капитал. Так что вот такие вот, друзья, дела по поводу ситуации на рынке. Вот у нас монетка Push начинает уже здесь уже стрелять. Пока мы с вами сделали видеообзорчик. 5,2% за час. Эфириум берет эстакаду, и дай бог мы увидим в этом цикле эфириум выше, чем $4000. Потому как если мы с вами не увидим этого движения, то мы и не увидим альт-сезона. В принципе, вот так вот. Я буду каждый день, каждое утро стараться пилить ролики, держать вас в курсе. И если я, например, если только увижу отскок дохлой кошки, я сразу покину рынок. И я скажу, что я покидаю рынок. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, закрытый канал. Кому интересно, пишите в телегу. Всем пока, до связи и мирного неба.